Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2026. Давайте узнаем, как меняется ваша реальность, с чем это будет связано или с кем, и узнаем знаки судьбы. А планетарно этот период очень напоминает то, что мы когда-то с вами проживали, как дежавю такое своеобразное. И от этого и срок нашего видео до конца января – это ретро-уран. Открутите киноленту собственной судьбы немного назад, в конец 24 года. Кульминация могла быть в ноябре, декабре 24 и в январе 25. Может быть, это были какие-то контакты, может быть, это было на уровне ваших задумок, то, что вы хотели осуществить, а вот не было возможности. И вполне вероятно, что-то вы отложили в дальний угол стола, какой-то проект или какое-то дело, потому что, ну вот, не было к этому либо инструментов, либо каких-то более четких предпосылок, было желание. Вот здесь может нам пространство возвращать какую-то возможность, но это будет связано с тем, что нам нужно, ну, как-то адаптироваться к этим возможностям, мои дорогие. И кто знает, правда какая-то откроется или придет нужная информация. Словом, куда заведет судьба, знаки судьбы, как подсказки. Переложите на метафору карт те ваши дела и вопросы, то, что не внешне, мои дорогие, нет, а где-то в вашей душе. Что бы вы хотели осуществить или что бы вы хотели для себя изменить. Вот в этот период это очень важно, потому что Уран у нас пробудет в ретро-движении в знаке зодиака Телец вплоть до 4 февраля. А потом он останется в Тельце, но это будет прямое движение. И в той или иной мере это будет оказывать влияние на каждого из нас, даже если вы не относитесь к представителям именно стихии Земли. В вашем окружении могут быть люди, как, к примеру, на кого этот транзит оказывает больше влияния. На знаки зодиака стихии Земли и воды. И в вашем даже окружении есть такие люди. И значит, у них что-то происходит в жизни. И это будет, тем не менее, оказывать влияние на вас. Вот какая-то новая конфигурация. Время строить правильные контакты, социальные связи. Ну, давайте с вами узнаем. В чем вы будете принимать, может быть, ваши важные решения, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Вот это дежавю, ретро-уран. В чем вы, возможно, поставили точку, как я говорила, а оказалось многоточие или запятая. Какой нерешенный вопрос. И что же прояснится? Какая правда откроется? Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Куда заведет судьба? Основные энергии на этот период. Второй знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Или это как судьба сама, на чем делает акцент ваш? И третий знак судьбы. Какие возможности перед вами открываются? Иногда даже кризис бывает именно возможностями. А вообще, может быть такой момент, что вы прочувствуете, будто из-под вашего контроля что-то ускользает. Или какое-то дело может ускользнуть из рук. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Что вы вычеркнули из жизни, оно вернется. Любовь, мои дорогие. Личная жизнь. Может быть, на какой-то период времени вы вынуждены были много работать, кстати, да, если мы говорим. Жизнь личная, то, что касается чувства, дома, может быть и выбор. Выбор, и я допускаю, конечно, по работе, ведь это старший аркан. Но я бы сказала, время принимать важные решения. Вам действительно придется не только выбор делать, но я тут вижу, ну как... Ведь если выбор в целом мы говорим, это всегда как минимум 2 варианта. Мы выбираем что-то одно, а второго отказываемся. Или понимаем сами, ну, нет смысла что-то продолжать. Может быть, это у кого-то из вас будет касаться и работы, кстати. Очень символично. В левом верхнем углу знак близнецов. Вот это как раз тот ретро-момент, который у нас происходит в ноябре. Прямо сейчас закладываются будущие события. И от ваших решений, от вашего выбора, мои дорогие львы, зависит очень много. А в правом верхнем углу буква иврита «Зайн», что обозначает меч. Это как раз
В две стороны, и направо-налево мы одновременно не пойдем, правда? Вот вам придется с чем-то определяться. И это вам знакомо. Это не то, что совершенно что-то новое. Либо вы об этом думали. Может быть, мои дорогие, кто-то об этом мечтал, а вам пространство эту мечту, но в каком-то новом амплуа может дать. Давайте посмотрим вторую карту и в чем вы поставили точку. А оказалось многоточие. Ну, конечно, аркан жрицы такой емкий аркан. И, безусловно, это карта тайн. Это явно то, что вы себе планировали, потому что это на уровне интуиции была какая-то задумка. Кстати, для кого-то из вас, мои дорогие, это ваше творчество. Работать на самого себя, вот у кого-то, или на саму себя. Или какие-то ваши увлечения. Вот здесь это может вспыхнуть с новой силой, вы увидите свой потенциал. И это то, о чем мы никому не говорим. Это в целом может касаться какого-то выбора, о котором никто не знает. Это то, что глубоко спрятано, может быть, в вашей душе. Вот ретро-уран заставляет пересмотреть свои и лидерские качества, и прочувствовать, наверное, какую-то более далекую траекторию, мои дорогие львы, или новые подходы к решению задач, проблем, как вы себя позиционируете среди людей, например, да? Я говорила, строить социальные связи, правильные именно. Нам это все в последующем пригодится. Может быть, именно от этого и зависит у кого-то из вас выбор. Не обязательно, что это будет личная жизнь. Это ваша личность, мои дорогие. И, возможно, придется вам искать новые пути для достижения целей. Новые пути, они как раз и проходят что-то необычное. И карта тайн, мы сказали. Про образ жрицы это, ну, в первых колодах Тароля Папеса. И не буду останавливаться долго на этом историческом факте, но тем не менее немножко так к истории мы можем вернуться. Ведь известно в лоне католической церкви, хотя этот факт оспаривается, тем не менее популяризировано очень много, разные варианты. Есть и книги, есть и фильмы. Но дело-то не в этом. Это та, которая умеет хранить тайну, та, которая умеет хранить молчание, та, которая умеет скрываться сама. Так вот, в лоне католической церкви была женщина много веков тому назад, а выдавала себя за мужчину. И ей это не помешало добиться высот. Вот какая-то у вас такая тема, может быть, совершенно необычная. И ведь карты не случайно выпали. Выбор очень сложный может быть. Но вам себя, для того, чтобы ваша мечта осуществилась, вам действительно нужно поступать и мудрее, и хитрее, и сложный выбор делать. Я могу предположить, что для кого-то из вас действительно какая-то тайна, правда открывается. Прежде вы этого не знали, а тут вы получаете известие. Но это тоже не случайно. Значит, вам дает подсказку Вселенная, и вам нужно как-то с этим продумать свои действия тоже. Но что-то завершается неизбежно. Смотрите, 3 старших аркана. Какие возможности открываются? Вы знаете, больше ясности будет. Ведь, ну, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это окончание, это трансформация, мои дорогие. И, видимо, совершенно необходимо, может быть, это у кого-то на уровне отношений, то, что не имеет смысла, может быть, и социальные контакты. Вы будете пересматривать как и свои позиции в обществе, так и ваше окружение. Есть то, именно что задумали вы сами, и вы это будете воплощать в жизнь. По аркану смерть это еще и внешняя какая-то обстановка может быть, потому что 3 старших аркана, примите во внимание, мои дорогие львы, в этот период, как минимум до конца января, на вас напрямую будут оказывать влияние люди, с которыми вы контактируете, с которыми вы планируете последующее взаимодействие, ваше окружение и обстоятельства, мои дорогие. Всегда обстоятельства. Это не то, что мы инициируем, да, это где-то есть. Но, видимо, это происходит с учетом того, что вокруг вас заворачивается, закручивается, да, может быть. И это как, знаете, какой-то вихрь, вот, состоящий из новостей или какой-то информации. И вам со всем этим придется правильно провзаимодействовать. Вот не совсем скажешь, что просто, но что интересно –
Знак Скорпиона в левом верхнем углу и буква иврита «нун» обозначает рыба. И мы знаем с вами, рыба, даже знак, если мы берем, который прорисован, да, прописан, это как две рыбы, плывущие в разные стороны. Вот тут есть что-то противоположное. Опять же, какой-то выбор туда или сюда, мои дорогие. И жизнь с правильной ноги. Вот ваша задача построить до конца января. Или определиться, с кем вы, как будто, и с чем. Себя перестроить на какие-то новые рельсы, правда? Тут что-то у вас глобальное. Давайте мы, как знак судьбы, каковы энергии на этот период. Паж жезлов – это всегда что-то новое. Кстати, каковы энергии? Задумка. Вот обратите внимание, а у нас колода Таро снов в Чаромаркете. И сон – это где-то по аркану жрица, наша интуиция. По пажу жезлов хитро улыбается. Наш паж, он что-то задумал. Вот и вы что-то задумали. Пожалуй, это все то, что я только что говорила, и от чего мы как будто не уйдем. Нет смысла уже что-то продолжать. То есть не просто этот выбор, когда мы топчемся на месте, и нам, ну, как-то сложно выбрать. Тут вам будут приходить подсказки о том, что, ну, правда, что-то как эпоха завершается. И вы наводите порядок в собственной жизни. Но мне хочется уже теперь достать дополнительные карты. С чем это связано? Давайте немножко раскроем. Паж жезлов. Это о чем? Что за энергии тут в вашу жизнь? Какие-то отношения опять. Знак Скорпиона. Слушай свою интуицию. Солнце в Скорпионе. Сама по себе интуиция. И где-то планета-управитель Скорпиона Плутон. А это как раз завершение. 13-й старший аркан. Нет что-то смысла продолжать. Может быть, это и перестройка во взаимоотношениях. У кого-то, ну, даже если вы человек семейный, что-то в вашей семье может меняться, приходить новости могут, пусть от дальних родственников или от людей, друзей, которые вхожи в ваш дом, но с которыми у вас прежде были выстроены контакты. Тут вокруг вас именно идут изменения. Все то, что я говорила еще до карт. Может быть, у кого-то из вас это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, ну, может быть, и земли-то тоже, да, мы говорим, потому как все же нам две карты именно об этой водной стихии говорят. Но и выбор, если мы говорим, Меркурий принадлежит близнецам, сама по себе перестройка. Близнецы – это где-то и интеллект, и умение быстро, ну, как себя сориентировать на что-то новое, на новые методы, на изменяющиеся условия. Вот задача номер раз. Но я не могу сказать, ведь эта карта очень добрая, это карта возможностей, это карта наших близких или те люди, которые нас не предадут, кому мы можем доверять, кого любим мы, кто любит нас. Вот у вас какая-то новая тема, новая задумка. Все же я вижу, будет связано именно с личной жизнью. Или где-то то, что вы хотели, мечтали осуществить. Вот такие энергии. Вы вспомните об этом и подумайте, а почему бы и нет? Вот так вот хитро улыбаясь. Но это пока вашей душе, точно. У вас получится осуществить какой-то проект. И вот то, что каждый из вас задумал. Видимо, поэтому и 3 старших аркана не раскрывают нам какую-то определенную сферу жизни. Вот так, да? Мы можем догадываться, что это только личная жизнь, а по сути-то ведь выбор может касаться чего угодно. У кого-то документы, ну, может быть, связанные с личной жизнью, а может быть, это выбор по работе, и вам тут тоже надо разобраться. Кстати, если мы говорим о рыбах, да, вот это буква иврита, у кого-то из вас путешествие или переезд, прежде вы не собирались или отложили какой-то переезд, вот здесь может опять либо подняться вопрос, к примеру, о смене графика работы, и работа тогда, может быть, будет связана с большим расстоянием, а это тоже своего рода переезд, или какие-то согласования, а у кого-то глобальный, куда-то очень далеко, по тузу монет, начало, начало. Вот у вас начало, начало. Вот таким судьбоносным периодом может быть для вас период буквально сейчас, вот прямо сейчас, потому что с 8 на 9 у нас происходит переход из близнецов Урана в знак Тельца. И это мы будем упорядочивать что-то. Даже, может быть, то, что мы когда-то себе планировали, но не могли осуществить. Перезагрузка, мои дорогие.
Второй знак судьбы, что вам хотят сказать высшие силы. Баланс придется держать, аркан справедливость, поэтому тут у нас и весы, и знак весов. Опять же, старший аркан, нужно поступать по справедливости, и я должна сказать, это как карта кармы. Конечно, по аркану справедливость всегда идет причина и следствие. И если мы сделали что-то хорошо, нам пространство будет возвращать, пусть через помощь других людей, через другие какие-то возможности. Но наша задача – это увидеть. Да, баланс держать придется, может быть, и в плане эмоциональном. Вам, может быть, ну, что-то и не нравится. Но, наверное, не время быстро так вот безапелляционно чего-то отказываться. Выбор сам по себе не совсем ваше желание только заключает, а еще какую-то внешнюю обстановку. Вам придется просчитывать на пару шагов вперед или задавать себе вопрос, вот такой знак судьбы, будет для меня это иметь значение через, может быть, полгода, а через год. А буду ли я вообще к этому стремиться? Имеет ли это значение, ну, может быть, и на более далекий период? А для кого-то из вас, если мы говорим, что вам хотят сказать высшие силы, может быть, и буквально – в этот период времени быть внимательным, не нарушать закон. И здесь можно это перенести даже буквально, переходя улицу, мои дорогие, дорогу, да, нужно переходить в нужном месте, там, где положено, а не там, где всегда. Может быть, банально быть внимательным к скорости за рулем авто, да, или когда мы что-то даже делаем, совершаем или подписываем важные документы, мои дорогие, тут надо тоже быть предельно внимательным. Интуиция вам будет от начала до конца помогать. Но здесь все же может быть и такая задача, когда справедливость у кого-то будет восстанавливаться. И в зависимости опять от того, как мы поступили прежде. Вот здесь, как по заслугам, мы своим получаем. С чем это связано? Ну, снова выбор, опять же. Две двери, двойка жезлов. По двойке жезлов мы строим планы на будущее. Может быть, исходя из вашего выбора, будет строиться ваше будущее. И возможности ведь у вас есть. Более того, это как путь наверх. Куда-то мы пойдем, откроем эти двери, а куда-то нет. Может быть, все то, что я сказала, для кого-то из вас принципиальное какое-то значение имеет. С чем это связано? Но вообще жезлы – дело, работа, бизнеса, и откуда к нам приходят деньги. Вот смотрите, вам придется держать марку и правда поступать как по закону, по порядку, то, что принято в обществе, принято менталитетом. Все же учитывать какую-то, ну, как общая температура по больнице, будем говорить, придется, что люди говорят. Но в этом не торопиться участвовать. Вас могут подначивать всегда. Семерка жезлов – это любая семерка, есть какая-то либо путаница, либо ну, непроясненное дело. И вот здесь оно непроясненное, и будет очень много воздействия на вас. Вас будут пытаться либо приобщить к чему-то, либо склонить, либо воздействуя информационно, увести с пути истинного. Кстати, я такое тоже допускаю. Но тут мы как будто представляем, что мы вынуждены обороняться. На самом деле этой обороны нет. И нам даже вчера Маркетти прорисовал героя с закрытыми глазами. То есть это он себе представляет. Основная задача – отступить полшага назад и наблюдать. Вот так. Себя сохранять, мои дорогие. Иногда эта карта будет говорить, что вас пытаются где-то, может быть, и в конфликт втянуть. Не втягивайтесь, мои дорогие. Ну вот это будет очень важно, ведь у вас аркан справедливость, и это как знак судьбы. Люди будут самые разные. И, может быть, сначала говорят одно, а потом совершенно другое. Что от каждого человека ждать? Вам придется интуитивно прочувствовать. Для вас это будет очень важно. Потому что какая-то история или от вашего выбора будет зависеть долгое будущее. Какие возможности перед вами открываются, мои дорогие? Вот все нам карты говорят, пока ты в чем-то точку не поставишь, возможности не откроются. Возможности забыть сама по себе возможность какую-то такую, знаете, надоевшую историю. Возможность сменить пластинку. Возможность идти к своей мечте. Но для этого, опять же, выбор. Потому как мы должны закрыть в прошлое дверь. О, а на дне колоды у нас оказалась карта башня. Вот интересно. Много старших арканов. По башне меняется
структура, порядок, меняются законы. Может, на работе меняется руководитель, не будет того порядка, как прежде. И вам вот так, может быть, миролюбиво. Нужно и правда у кого-то, посмотрите, король кубков. У кого-то история, которая зависит от людей в вашем социуме, в вашем ближайшем окружении. У кого-то это личная жизнь. Может быть, это вы будете устанавливать такой своеобразный мир, который лучше, пусть он даже худой, да, как в поговорке говорится, худой мир лучше доброй ссоры, чтобы себе не усложнить вот эту жизнь. Быть, может быть, таким третейским судьей даже где-то вам придется по отношению в первую очередь к самим себе. Ну, какая-то эмоционально, может быть, не совсем простая обстановка. Но если мы говорим десятка мечей, тут что-то завершается. Понимаете, тут тот период может быть, давайте я сама достану карту, когда кому-то из вас захочется попробовать взять реванш в прошлом деле. Я не могу сказать, что мы начнем что-то, если инициируем, как переделать. Я ведь говорила, тот проект, который был у вас когда-то, но не получил продолжения, или то, что вы хотели осуществить, вы можете к этому вернуться. Но тогда к этому есть предпосылки. Либо в вашей душе, либо в вашей ментальности. Но еще и обстановка как-то на вас влияет. Но сказать, допустим, даже в отношениях, та история, которая закончилась, или она уже идет, движется, может быть, тут у кого-то и вопросы в суде, да, или выяснение, ну, каких-то тем очень важных, спорных, буквально спор в том же самом суде. Тут, скорее всего, договариваться придется. Тут не надо, понимаете, настаивать на своем. Тут нужно какие возможности, как можно быстрее, как, знаете, от каких-то пут освободиться. Все же я вижу так. Вот эта башня, она ведь не случайно на дне колоды, потому что если в последующем или сейчас уже есть как, ну, такие первые предпосылки к таким глобальным переменам, мы ведь не сможем что-то явно удержать. И сколько ты ни пытайся это крепко так, да, воздействовать на это, может быть, на человека, может быть, на то, что мы по работе, вот какой-то проект считаем, что он имеет перспективу. Вот вам нужно, правда, мои дорогие, с чем-то очень так серьезно определиться и не удерживать то, что как прошлое пытается от вас оттолкнуться. Что это, с чем это связано? Совсем скоро ваша жизнь начнет меняться, причем в ускоренном темпе. Это может быть побудительный момент, как новость, которую вы услышите, или придет дополнительная информация, которая перед вами прояснит отчасти некоторые позиции, как позиции ваши, так и куда буквально дело идет или к чему оно идет, у кого чего касается. И поэтому вам для того, чтобы быть легким на подъем и быстро с чем-то провзаимодействовать, вас не должно ничто тянуть назад. Вот почему какие возможности открываются, у вас выпадает карта завершения. Как будто вас не должно прошлое тянуть назад. Вы налегке и должны идти в будущее. Имеется в виду, может быть, у кого-то надо даже документы привести в порядок или закрыть некоторые истории. Может быть, отчасти пересмотреть что-то по работе, может быть, отчасти и по деньгам что-то. Но это не есть, когда мы, знаете, уцепились за что-то и, словно ухватившись, пытаемся во что бы то ни стало удержать. Тогда по аркану башня, и если суждено, это все равно завершится. Но мы рискуем потерять время, но и где-то самих себя. Потому что совсем скоро карта говорит, какие возможности открываются. Тут сама по себе трансформация. В некоторых колодах именно восьмерка жезлов. Это не только карта скорости, быстроты ваших действий, но это еще и трансформационные перемены, которые, знаете, как невидимая сила запускает. И вам нужно пройти вот этим путем какой-то отрезок времени. Видимо, у каждого из вас, мои дорогие львы, будут какие-то свои такие перезагрузки. И если мы говорили, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, ну вот, видимо, от этого зависит правильная нога или правильное направление, порядок, адаптация, организация вообще жизни по-новому зависит от вашего выбора. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной.
Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.